большой миске я смешиваю 100 грамм сливочного масла жирностью 73%. Добавляю сюда 1 щепотку соли, 160 грамм сахара и также 10 грамм ванильного сахара. И теперь перемешиваю до однородности. Можно использовать миксер, а можно все сделать вручную. Масло комнатной температуры. Вот смотрите, оно такое мягкое. Теперь я добавляю 50 грамм какао. Какао берите хорошего качества с насыщенным шоколадным вкусом. Тогда и печенье будет тоже очень вкусное. И тоже перемешиваю. Добавляю 2 яйца и перемешиваю. Буду делать это ложкой, так как так проще. Добавляю 1 чайную ложку с горкой разрыхлителя и также частями буду добавлять 150 грамм пшеничной муки. Пшеничная мука и какао у меня заранее просеяны. И замешиваю тесто. Вот смотрите, какой консистенции получается тесто. Теперь я отправляю его на 1 час в морозилку. Тесто хорошо остыло, и теперь с него можно с легкостью скатывать шарики весом приблизительно 25-30 граммов. Не обязательно класть тесто в морозилку, можно, допустим, положить его в холодильник на 4 часа, можно даже на 12 или на целые сутки. Главное, чтобы оно хорошо остыло, схватилось и было дальше удобно с ним работать. Готовый шарик теста обкатываю в сахарной пудре, вот так вот обильно, не жалея. Размер получается как с грецкий орех, такой большой грецкий орех. Выкладываю на силиконовый коврик или на пергамент, оставляя небольшие расстояния. Отправляем печеньки выпекаться в духовку при 180 градусов на 15-20 минут. Следите за своей духовкой. У меня печенье выпекалось ровно 15 минут. Готовому печенью дайте приблизительно 10 минут остыть на противне, потому что оно очень нежное и его сложно перенести на блюдо для подачи. Сейчас я вам покажу, какое оно внутри. Оно само по себе очень нежное и мягкое. Если выпекать его чуть дольше, то корочка будет более хрустящая. У меня получилось печенье мягенькое-мягенькое. Посмотрите, какое оно хорошее внутри. А аромат просто шоколад шоколадом заправляет. Для этого рецепта берите хороший вкусный какао, и печенье выйдет просто бомбезное. И пусть весь мир подождет. Очень вкусное печенье. Я обожаю его. Ну что я могу вам сказать? Такая легкая хрустящая корочка, а внутри мягкая-мягкая и шоколадная-шоколадная. Всем большое спасибо, что посмотрели это видео. Я очень надеюсь, что вы приготовите эту красоту и вкусноту. Всем пока, до новых вкусных рецептов.